Друзья, всем привет! Это Юлия Батталова. Сегодня хочу немножко рассказать о себе. Мне 36 лет. Я живу в Турции. У меня 3 детей. 2 из них двойняшки. Королевская двойня. Алмаз Батталов. Азалия Батталова. Вы не двойняшки, да. Не любит Алмаз, когда его называют двойняшкой. Вот. Им обоим по 5 лет. Веду я их каждый день в садик, в частный, в Турции. А дальше уже дома расскажу про себя. Расскажу вам, как вообще так получилось, что мы живем в Турции. Как получилось, что мы решили сюда переехать. И вообще немножко познакомлю вас с собой, потому что на канале много новых людей, новых подписчиков. И нужно как бы всем объяснить, кто я такая, и познакомиться. Живем мы вот в таком сите красивом. Вот здесь есть бассейн, сауна, территория своя и золотой лифт. Всегда мечтала о золотом лифте. Шучу. Но, как сказать, приятно каждое утро вот так вот видеть все-таки всю эту красоту. Вот. Сите закрыто, и можно прогуляться вечерами, посидеть во дворе. Есть площадка детская, есть беседка. Вот. Очень много парковочных мест. И, друзья, уже зашла домой, на балкончике сижу и расскажу вам дальше, да, про себя. Вот. Я мать 3 детей, мне 36 лет, да, у меня 3 детей. Помимо наших двойняшек, у меня есть еще старший сын, ему 15 лет, наш первенец, вот, мальчик. В этом году уже ему 16 лет исполняется. Вот, сколько мне лет, мне 36. Понятное дело, что я его родила в 21. Для меня семья, наверное, на первом месте, поэтому я очень сильно слежу за своим здоровьем. Вот, чтобы семье можно было много отдать, нужно в первую очередь последить за собой. Чтобы что-то отдавать семье, нужно быть наполненным, поэтому в первую очередь, конечно же, это здоровье. Вот, и я очень сильно слежу за своим здоровьем, развиваюсь в этом направлении, друзья. Вот. А двойняшки у нас это мечта моего мужа, и я исполнила в свое время мечту своего мужа. Он хотел двойняшек. Так получилось, что у нас родилась именно королевская двойня, мальчик и девочка. Вообще, как бы, это был сюрприз для него. Он там очень долго радовался, смеялся, когда услышал об этом. И таким образом я вот исполнила мечту его, а он же исполнил мою мечту. Я всегда, ну как всегда, я не могу сказать, что всегда. С 2017 года у меня такая зародилась мечта жить в Турции. Вот. И он, можно сказать, исполнил ее, ну, конечно же, общими усилиями. Но все же мы пришли в это настоящее, и мы сейчас живем в Турции. Сразу хочу сказать, что у меня муж работает здесь, в Турции, в большой организации, то есть по рабочей визе, вот, а я работаю удаленно. Вот. Получается, что с детства я вообще никогда в жизни себе и представить не могла, что я буду жить за границей. Я с детства любила природу, каждое лето ездила к бабушке в деревне и все лето проводила там. Я очень сильно любила природу, и просто посидеть даже наедине с природой, где-то у озера, либо где-то в лесу, либо в саду, для меня так, как сказать, меня это наполняло и придавало мне какие-то силы. Я чувствовала счастье в душе, и вот это состояние, оно мне очень сильно нравилось. Вот. Также я была очень сильно общительной с детства, я очень много имела друзей. Не было у меня такого, чтобы у меня была только одна
там только 2 подруги, у меня было их очень много. Куда бы я ни приходила, я была душой компании, то есть всегда вот даже в деревне я создала, можно сказать, такую компанию. У нас было человек 10-15, мы все вместе гуляли. Помню, с 1 класса тоже приходили мальчишки, девочки за мной гулять. Нас тоже было человек 20, наверное. Тогда еще во дворе мы вечно играли, вечно у окна встану на подоконник, смотрю, за мной пришли, кричат: Юля, выходи, пошлите гулять. То есть 1-2 класс, вот так вот мы гуляли, то есть телефонов нету, конечно, там все, кто-то к кому идет в гости, зовет гулять, и все выходим гулять. Вот так вот, то есть дальше я потом еще поступила в ансамбль, где пела долгое время на сцене, то есть в группе, потом начала петь одна, вот, солистка Сюнгуль. Сюнгуль — это название нашего ансамбля. Так что, друзья, с детства у меня вообще не было проблем с общением. Я была таким прям экстравертом, то есть мне нужно было все познавать, развиваться. Вот. И с возрастом, ну, как бы все менялось. Я все так же, конечно, продолжала общаться, но с возрастом с экстраверта сейчас как-то вот перешла в такой режим интроверта, то есть сейчас мне больше интересно какое-то вот внутреннее свое состояние. Раньше, если я получала удовольствие от каких-то встреч, там, всяких дискотек, сейчас мне больше интересно мое личное внутреннее состояние. Да, общение нужно, но какие-то там встречи, дискотеки, клубы, гулянки и дни рождения для меня уже неинтересны. Вот. То есть я превратилась реально в интроверта, можно сказать. Вот. Больше меня интересует сейчас здоровье личное, здоровье моих близких. Вот. Конечно же, я пытаюсь этим делиться со всеми остальными. То есть для меня важно, чтобы окружение мое тоже было, общество окружающее меня тоже было здоровым, то есть начала, в общем, этим делиться. Вот. И это чувство, вот оно только-только, наверное, недавно в Турции зародилось, что мне захотелось вот создать канал, мне захотелось делиться тем, что я узнала. Начала изучать я все связанное, наверное, с осознанностью, с развитием личностным, там вот эти вот всякие духовные моменты, там моменты со здоровьем. Я начала изучать в тот момент, когда у меня как раз таки зародилась идея начать планировать жизнь, менять жизнь, переезжать куда-то там, туда, где как бы для нашего здоровья будет намного лучше. Вот, тогда я начала как бы изучать все это. Почему? Ну, потому что у меня были какие-то ограничения внутри. Я не представляла, как можно взять и переехать за границу. Я не понимала, с чего начать. Мне хотелось, но если не позволяла, вот, как будто бы какой-то вот блок стоял, что все, ну, какие там переезды, ты что там, родилась, где родилась, как там говорят, где уродилась, там и пригодилась, или как-то там, в общем, вот эти все слова, по сути, да, вроде этого, потом вроде того, что там без труда не вынешь рыбку из труда, всякие там вот такие вот. Это, по сути, вообще установки, блоки для человека, чтобы он не мог выйти за эти ограничения. Это на самом деле так и есть. Ну и давайте дальше расскажу о себе. Как мы вообще решили переехать, да? У нас все-таки 3 детей, да, у нас там родственники, у нас там недвижимость, у нас бизнес, там работа, у всех какие-то вот эти вот зацепки, ну не зацепки, а повязки, повязанность к чему-то, привязанность, да? Вот, ведь привязанность там и привычки, это все и есть ограничения наши. Вот, и, значит, в 2017 году я побывала первый раз в Турции. Меня удивил
удивила красота, природа именно вот Турции. Почему? Потому что когда я приехала, у меня как будто бы, вот, я не знаю, что-то случилось с восприятием, именно вот зрение, как будто улучшилось, и цвета стали насыщеннее. Ну, это не только мое восприятие, многие так говорят, что здесь как будто бы все более насыщеннее смотрится, да, ну, потому что везде как бы зелень круглый год, это вот цветет, вот и сколько мы 2 года здесь живем, круглый год что-то цветет постоянно, постоянно зелень, то есть нет такого, то, что здесь как бы, да, вот именно вдоль Средиземного моря здесь как бы все вот так вот, да, а в Турции в центре, конечно же, там есть и снег, и все вот это вот, но здесь вот этого всего не было. В центре Турции я не была, поэтому не могу ничего сказать. Когда я приехала, вот я первый раз приехала в Мармарис, я просто вот, обалдела. Первый раз я увидела море, до этого я никуда не в Сочи, ни в Крым, вообще никуда не летала. И первый полет у меня был именно в Турцию. Вот, меня удивила природа, потом меня удивило, что люди какие-то все улыбчивые, странно улыбчивые. Я на всех на них смотрела и удивлялась, что он на меня смотрит и улыбается, чего ему надо. Потом смотрю, женщина идет, улыбается, что думаю, что ей надо, да, у нас восприятие такое, то, что это неправильно, раз как бы у нас не так, значит, это неправильно. Дальше я начала, там такие домики маленькие в Мармарисе, и там я начала видеть, что люди сидят за столом, там что-то чай пьют на улице, вокруг сад. И я такая, думаю, неужели так можно жить, я тоже так хочу. Вот, я как бы тоже, когда еще жила в России, мечтала о том, что будет свой какой-то дом, сад, и понимала, что зимой-то там делать нечего, когда у тебя нет как бы прав, нет машины, но я с детства как бы очень такая активная, очень сильно, если я иду, то до конца, и поэтому я целенаправленно не отучилась на права, потому что я понимаю, что это как бы риски, да, не только для меня, но и для окружения. То есть, если я сяду за руль, и если я вот такая вот без тормозов, я могу кому-то что-то, ладно, как бы себе, ты можешь еще кому-то навредить. Вот, поэтому как бы на права я не училась. Вот, максимум это, наверное, велосипед, но зимой на велосипеде никуда так не уедешь далеко. Это здесь можно на велосипеде спокойно разъезжать, и достаточно этого транспорта. Вот. О, чайка прилетает. О, давайте, можно. Не удалось заснять. Вот. И, в общем, я подписалась, помню, в 2019, что ли, в 2020 году на блогера. То есть потом на 2-го, на 3-го. Я YouTube вообще не смотрела. Это у меня как-то муж меня приучил. Давай смотреть, смотри. Тут как бы показывают реальность. А потом муж отучил меня от телевизоров. Вот. У нас даже вот, когда последний раз мы купили квартиру, переехали, у нас очень долгое время не было телевизора. Потом мы уже, когда поставили телевизор, на нем мы только смотрели YouTube. То есть я вообще как бы отошла от телевизора. Я поняла, что многие привычки, ограничения идут как раз-таки оттуда. Вот. Все как-то вот настроено на это. Там, чтобы как-то вот людям что-то показывать, людей к чему-то приучивать, людям какие-то ярлыки навешивать, да. И я начала смотреть YouTube одного блогера, 2-го блогера, 3-го блогера и начала изучать. В течение, наверное, 3 лет я изучала про Турцию, законы, правила, которые постоянно менялись. Я понимала, что гайки закручиваются, нужно что-то делать, как-то двигаться. Я начала об этом говорить просто вот всем. Я, наверное, там буду жить в Турции, я, наверное, туда перееду, хоть и под старость, хоть и одна, но перееду. Детей выращу там, поставлю на ноги и перееду, я буду жить в море. Я хочу здоровый образ жизни, я хочу, чтобы меня окружала природа, чтобы я хотя бы под старость радовалась, все это видела, чтобы я могла
чтобы у меня была возможность спуститься к морю и насладиться, помыть, то есть подержать свои ножки в воде, чтобы они немножко хотя бы насытились солью, то есть чтобы у меня, я могла себе позволить подправить свое здоровье, то есть вот как-то так. Далее, в общем, я такой период был, что у меня одновременно умерла бабушка, потом дедушка. И дедушка у меня так получилось, то, что зимой был лед, упал, головой ударился. Ну и все, в общем, с этого момента у него там операция была, но он уже не пришел в себя. Там буквально через месяц он умер. То есть они вот месяца 2 между смертью бабушки и дедушкой. И это на меня тоже повлияло, и я поняла, что, ну а как зимой, вот даже если элементарно, ну дети же, они, у них же свои всегда заботы, как передвигаться, что это вообще такое, как вот, ну, я не хочу такого, я не люблю зиму, я не люблю снег, я не люблю холод, я люблю очень сильно жару. Вот, то есть вот такие вот мысли в голове. Потом я начала, потом мне просто подруга пришла и говорит: Юля, почему ты такая постоянно какая-то вот задумчивая там? Вот я ей объясняла, я хочу вот так-то, так. Ну надо, говорит, развиваться самой. А я еще когда помню, мы с мужем знакомились, я ему говорила, я говорю, наверное, я говорю, достаточно я, ну все как бы узнала в этой жизни, мне, наверное, достаточно развиваться, там, учиться чему-то я больше не хочу. Он мне говорил: ты что, говорит, с ума сошла, что ли? Надо, говорит, всю жизнь развиваться. У меня бабушка говорила, надо, говорит, постоянно познавать что-то новое. Пока ты, говорит, в развитии, ты, говорит, живешь. Я с ним категорически не соглашалась. Для меня это как? Я говорю, я смотрела телевизор очень долго. Для меня это как? Типа, развиваться, значит, тебе чего-то еще нужно, ты прям такой как же сказать, не, типа, тебе не хватает, ненасытный какой-то, то есть неблагодарный, типа, мол, типа, если у тебя есть, и ты еще что-то хочешь, значит, ты неблагодарный. То есть, видишь, меня вот так вот приучило общество, там, может быть, телевидение, там, вот это все, в общем. А это, оказывается, неправда, наоборот. Когда ты наполнен, ты можешь отдавать. Наоборот, это не эгоизм. Если ты за своим здоровьем ухаживаешь, если ты развиваешься, значит, ты можешь это кому-то посоветовать. Наоборот, все. На самом деле все наоборот. И вот эти вот свои ограничения в виде я уже созрела, мне уже, вот я уже многое знаю, мне достаточно, это неправда. Вот. В любом возрасте ты еще будешь многого не знать, и нужно в любом возрасте стремиться к развитию. И я про себя могу сказать, что я очень-очень неграмотна во многих смыслах, да, во многих моментах жизни, вот. И я работать буду всю жизнь над своими вот этими вот ограничениями, я буду развивать себя. Вот. Мне попала книжка «Посланник». Я ее прочитала полностью, вообще просто вот за 3-4 дня мне прям вообще она зашла так прям классно. И очень много изменила в моем восприятии жизни. Я многое поняла. Я поняла, почему мне было в детстве так хорошо, я испытывала какие-то чувства классные, а с возрастом я это все позабыла. Я поняла, почему я начала ставить себе ограничения, что я остановилась в развитии, почему я не могла себе позволить дальше развиваться. Далее я начала изучать книгу Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», и еще там несколько книг про здоровье. Вот. Я уже дальше поняла, что существует очень много систем разных, энергетических, вот, в которых, когда ты попадаешь, там как раз-таки есть вот такие вот ограничения, чтобы тебя удерживать. И вот, если, как бы, ладно, если эта система хорошая, да, то есть она, там хорошая энергия, есть, которая высасывает из тебя жизненную энергию,
куда ты, попадая просто со своими вот этими ограничениями, ты можешь вообще легко просто попасть в такое место, где, ну, в скором времени можешь умереть даже из-за вот этой системы, да. Вот, то есть не буду углубляться в эту тему, очень интересные моменты были. Я развивалась дальше, я начала изучать уже, ко мне попала книга Джо Диспенза, вот, но я поняла, что я тогда еще была не готова, вот. Я сейчас начала опять приходить вот к Джо Диспенза, изучать, но это больше такая как бы научная точка зрения, восприятия мира, и до этого мне еще далеко, как бы я, наверное, даже и до конца не пойму никогда. Дальше я начала изучать Садхгуру. Садхгуру — это индийский йогин. Сейчас Садхгуру ездит по всем странам, и у него такая программа «Сохранить Землю». То есть он говорит, что Земля — это, говорит, то есть наше будущее, будущее наших детей, и он хочет сохранить. Он очень во многих уже странах побывал, и многие главы государств, стран его поддерживают, очень-очень его уважают в Индии. Вот, много выступлений можете послушать. У меня есть канал «Сильнейшая мотивация», там я выкладываю, когда у меня есть время, всякие мотивационные лекции Садхгуру. И это действительно тоже как бы открывает вам новое какое-то восприятие, мышление у вас меняется. Вот. И когда я уже начала изучать Садхгуру, я уже там как бы начала медитировать, я начала делать всякие практики, там, упражнения, и поняла, что все, как бы, вот эти ограничения у меня, они ушли, снялись. Я теперь могу себе позволить переехать, я теперь многого не боюсь, уходит страх. Страх — это вообще что? Страх — это, как сказать, одна из стратегий, да, управления людей, наверное, управления человеком, людей, группой людей. Вот. И когда даже мы вот детей воспитываем, мы детей воспитываем, мы иногда пользуемся этим инструментом. Мы начинаем кричать, так грубо что-то говорим, это и есть страх, и как бы ребенок слушается. То есть это как-то, если быстро повлиять на человека, то это страх. Вот. Есть еще один инструмент, это любовь, да? Любовь, принятие. Вот. Это, конечно, более действенно, то есть, но долго, но идет очень долго. То есть со страхом можно человека, опять-таки, внести какие-то ограничения, и человек в этих ограничениях может закрыться и уже развиваться не будет дальше. В основном такими инструментами пользуются вот какие-то вот глава государств, чтобы как бы держать народ в каком-то вот таком вот ограничении, чтобы они уже оттуда не вышли. Вот. Если есть любовь, внимание, принятие, отдача, да, то есть включение человека в свою жизнь, это, конечно, дает человеку свободу, но при этом человек, конечно, может ошибиться. То есть даже вот ребенку, если дать свободу, он может ошибиться, но эта ошибка, это его опыт, и он будет как бы этим опытом потом пользоваться. Вот. А страх, если вот ребенку внушить страх, потом этот страх просто не даст ему дальше развиваться. Ну, как вот у нас, например, да? Что касается вот даже без труда не выловите рыбку из пруда. Мы все повязаны вот таким мнением, потому что если ты не пойдешь что-то своими руками не сделаешь, значит ты деньги не заработаешь, да, мы считаем все. Если ты сама лично этим процессом не займешься, то все, у тебя ничего не получится. То есть если кто-то за тебя будет делать, он все испортит, да, мы сами вот так вот себя
настраиваем, и делегирование, вот, процесс делегирования, когда ты распределяешь свою работу допустим, отдаешь свою работу группе людей, которые каждый чем-то занят, допустим. Да, даже если в семье, допустим, если у тебя дети растут, если ты их приучаешь с детства, допустим, ты помой посуду, ты помой полы, тебе будет легче. Если ты в один день, не дай бог, заболеешь, то за тебя это могут делать дети, да, это и есть делегирование, да, просто в семье. А если вот на работе, допустим, если вот есть девчонки, которые работают, там, маникюр, там делают, руками работают, вот рука сломалась, все, повязанные они, да, то есть делегирование можно, допустим, взять, приучить там парочку девочек, которые тоже могут за тебя поработать, когда ты не можешь. То есть вот у меня был как раз-таки салон красоты, студия, и у меня там были девочки, которые делали ресницы, ногти. У меня даже было такое 3 в 1, делают ресницы, ногти, там, педикюр, и это было, конечно, вообще супер. Вот, но надо было как бы все-таки менять все это и приезжать сюда, да. Вот, и что хотела сказать. Мы все считаем, что мы все находимся в тех ограничениях, которые накопились у нас по жизни. Вот. И мы считаем, что если мы родились вот на этой земле, значит, другая земля — это чужая. Это тоже неправда. Мое личное мнение сейчас, что вся земля — это общая. Вот. Сейчас как бы ты живешь здесь, и это не означает, что ты только здесь должен жить. Это тоже, по сути, ограничение. Это неправильно. Ну и, друзья, вот поработав над своим восприятием, я себе позволила двигаться дальше, исполнять свои желания, мечты. Я начала как бы визуализировать это все. Вот, и как-то все начало само по себе меняться в моей жизни. Все постепенно как бы услышали тот факт, что я хочу жить в Турции, что я, наверное, буду переезжать. Но когда пришел момент переезда, все вообще удивились. Такое ощущение, как будто я никогда в жизни им об этом не говорила. То есть люди живут в своем каком-то мире, где если что-то скажут, да, как бы, да, молодец. Но если когда приходит время что-то делать, они вот в ступор впадают, и они не знают, что делать. Паника у них начинается, у них мозг не принимает эту информацию, потому что стоит вот этот блок, установка вот эта. Без труда и ты рыбку никакую там не вытащишь из пруда. Давай, Костей, давай, чтобы что-то получить, надо очень как сильно там постараться, в общем, вот это вот все. Как так? Куда собрались? Что это такое? Ну вот, в общем, вот такое вот начинается у людей. Люди начинают навязывать свои какие-то мнения, вот, это же чужая страна, и вам же там будет плохо, у вас же вот 3 детей, как вы их поднимете на ноги, вы что вообще, там же национальность другая, а если ваши дети там женятся, замуж выйдут за них. Вообще, короче, вот это вот понеслось. Там 3, 9, 10 где-то что-то услышали. Вы родились, когда только родились. Вы не знали ни пол свой даже, ни национальность, ни языка, ничего не знали. Почему мы сейчас себе вот так вот такие ограничения ставим? Почему мы этим живем? Это неправильно. Все равно, все, что ты накопил, все надо будет оставить в конце. Все равно нужно будет оставить свою семью, своих детей, свою квартиру, свой дом. Самое, наверное, главное, это как ты живешь в этой жизни. Хорошо ли тебе там, где ты сейчас находишься? И если тебе хорошо, то
без разницы, что там люди говорят, какие ограничения, то есть вот. И мы переехали, мы, получается, продали квартиры, даже 2, купили квартиру в Газипаше, это недалеко от Алании. Сначала мы планировали купить в Алании квартиру, и на тот момент как раз был порог от 75 тысяч, у нас было около 100 тысяч евро, и мы решили, что мы купим в Алании. Но на 100 тысяч евро тогда не было нормальных квартир. Были они, но они были такие, знаете, убитые уже, либо в каких-то так, хотя даже в центре Алании нам предлагали, вот, но мы все-таки жили в новых квартирах, и как-то вот в старую не захотелось нам. В итоге мы купили квартиру в Газипаше, большую квартиру, недалеко от Алании. Поняли, что можно ездить, в принципе, в Аланию, если надо. Вот так и делали. Начали ходить на курсы турецкие, мы начали изучать турецкий язык. Мы поняли, что турецкий язык похож с татарским. Кстати, этот момент упустила, я татарка. Почему Юлия? Да, с детства мне говорили татарка, а почему зовут Юлия? А еще у меня была фамилия Семенова, Семенова Юлия Валерьевна. Куда это ты, татарка? Откуда ты это такое взялось вообще, да? Ну, я могу сейчас уже рассказать об этом. У меня в семье, по сути, все национальности татары, но у меня папа крещеный татарин. И у них, у крещенных татаров, и имена русские, там фамилии и все остальное русские, в общем. Вот. Бабай у меня был Иван, бабушка была Елизавета, да, ну это со стороны отца получается. Вот. Мы как бы не крещенные, мы все-таки взяли мусульманскую веру, то есть давали имя по мусульманскому обряду. Вот, и ходила я в мечеть, то есть, ну, когда нужно там, допустим, свадьба, никах, это было все в мечети. Вот, и получается, что я татарка, ну, зовут меня Юлия. Вот, и, то есть я жила в семье, где есть и такая вера, и такая, то есть 2 разные веры. Сейчас я тоже как бы на это смотрю по-своему, каждую веру уважаю. Вот, как можно не уважать восприятие мира другого человека? Вот, если человек воспринимает эту жизнь таким образом, да, как ты можешь свое восприятие навязать другому человеку? Ну, вот я считаю, что нужно уважать, принимать веру чужого, ну, то есть другого человека, своего ближнего, даже не чужого. Вот, вообще убирать это слово нужно, чужой. Нет чужого. Наоборот, есть ближний. Надо принимать человека. Вот. Тоже раньше, до как раз-таки вот этого всего, до 19-го года считала, что все отрицала. Оказывается, отрицание, оно влияет плохо именно на того человека, кто отрицает. Человек, когда принимающий, ему в жизни легче живется. То есть ты принял, ты это не в голове своей держишь, ты держишь это в своем рюкзаке знаний. Когда тебе это надо, ты это вытаскиваешь, то есть делишься. Вот. И далее, получается, мы в Газипаше купили квартиру. 1,5 года мы там пожили. Нам там очень сильно нравилось. Есть видеоролики, когда мы ездили с друзьями и на пляж. Пляжей там очень много, пляжи там абсолютно чистые, дикий пляж есть. Там есть пляж, где есть одни плиты, бассейны на плитах, обалденно просто. Там очень красиво. И у нас есть мысль, наверное, даже поехать туда отдохнуть как-нибудь. Вот, но мы переехали здесь вот от Газипаши 2,5 часа езды в город Селивке по работе мужа. Муж устроился на работу в атомную станцию Аккую, и ему поступило предложение, мы сюда переехали. Вот.
Предложение было заманчивое, то есть оплачивается жилье, оплачиваются сады, зарплата хорошая, что еще? Ну, в принципе, это я отдельно как-нибудь расскажу, за сколько вообще, ну, по ценам, да, сколько мы платим, за сколько мы снимаем эту квартиру, вот, и все об этом я расскажу в другом ролике. В этом ролике больше обо мне сейчас, да. Вот, а я работаю удаленно. Я еще до переезда в Турцию понимала, что нужна какая-то удаленная работа, и я начала заниматься соцсетями. Искала себе всякую работу. Я понимаю, что вот мне хочется делиться, да, я создала канал «Сильнейшая мотивация», где в основном идет вот лекции Садхгуру. Потом я создала канал «Простые рецепты», кулинарный блог. И создала уже, когда здесь, в Турции, вот я говорила, ощущение такое, хочется делиться, да, я создала этот канал. Понятное дело, после каких-то там, да, моментов отключили монетизацию, и доход упал. Очень-очень сильно упал доход, и на Ютубе я сейчас практически ничего не зарабатываю. И тем, кто там планирует на Ютубе что-то создавать, это тоже надо подумать, потому что это очень сложно, во-первых. Во-вторых, они сейчас просто как бы не заработают на этом деньги. Вот. Я понимала, что надо что-то еще искать. Я вот искала, смотрела в телеграм-каналах. У меня тоже вот в Газипаше подруга. Куда только она уже не залезла, где только уже она не поработала, везде она не может. Ну, нет условий хороших, чтобы жить как бы, да, вот так вот с семьей, еще удаленно работать. Она тоже как бы, вот поверьте, где только она не искала работу. Я тоже где только не искала работу. Вот, и далее, получается, у меня там, кстати, муж изучал программирование. Так нормально, он изучал около года, но при этом он пытался найти работу, но толковой, хорошей работы он все-таки не нашел. Вот. И когда поступило это предложение, мы все-таки решили. Вот. Потому что в Турции все-таки цены начали подниматься, тот доход, который у нас был, нам не хватало этого. У нас как бы еще осталась квартира, получается, в России, которая приносит доход. То есть мы там прописаны, у нас как бы в этом плане все хорошо, прописка есть. Вот. И что еще? Еще были источники такие дохода, небольшие, но при этом как бы я еще с Ютуба получала, наверное, около скольки? В общем, около 400-350 тысяч я получила с Ютуба рублей, вот, реально, да, пока не закрыли вот этот вот момент с монетизацией для русскоговорящих, да. Сейчас, я вам говорю, это вообще просто какие-то копейки, вот, и дальше, в общем, мне из России предложила знакомая моя, точнее соседка, уже как бы в возрасте женщина. В итоге, друзья, я как-то, смотрела на это как-то вот, думаю, какая-то, наверное, не знаю, какая-то непонятная структура, и особо не вникала. Но при этом я начала пользоваться товаром, мне очень понравилось. Я зубные щетки попробовала, они мне очень сильно понравились. Пасты с прополисом, эти пасты используют еще, помимо того, чтобы чистить зубы, еще и используют для того, чтобы как-то там обеззаражить какую-то там ранку, может быть, там герпес, в общем, много функциональные зубные пасты, как поняла я потом. Начала предлагать своим близким, родственникам, они тоже начали пользоваться, удивились, им очень-очень понравилось, они начали заказывать, то есть организация, компания называется Atomy, Южная Корея, и по 80 странах мира есть филиал. Компания 2009 года, в принципе, не сколько, 15 лет,
Компания не старая компания. Вот, это как интернет-магазин, где можно купить товар, и он придет тебе рядом с домом в пункт выдачи. В каждом городе, в каждой стране уже практически есть Atomy. Даже вот здесь вот в Турции приезжают уже с Кореи, объясняют все, то есть сами турки уже интересуются этим бизнесом, начинают распространять товар Atomy, то есть, в общем, компания разрастается очень сильно. Вот. И продукция действительно хорошая, БАДы, косметика идеальная. Вот, наверное, когда она мне предложила в ноябре, но больше полгода я уже пользуюсь этой продукцией и вижу результат на себе. Мои родственники все заказывают, всем нравится, даже те, которые говорят нет, 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 сейчас уже сами говорят: слушай, я начала слышать про эту продукцию, покажи, расскажи, я тоже хочу. Вот так вот началось. Я думаю, ну, все понятно, только как-то вот объяснять по поводу бизнеса у меня не удавалось. Когда я сюда приехала, вот сюда вот именно, в Мерсин, мне еще подписчик звонил, говорит: давай уже попробуй что-нибудь, давай уже займись. То есть меня вот так вот как будто со всех сторон толкали в это Atomy. Потом Татьяна, с Татьяной я увиделась вообще на площадке, она с детьми гуляла, я с детьми гуляла. И мы начали об этом разговаривать. Я говорю: слушай, дай, говорю, мне от солнца что-нибудь. Я говорю, прям не могу. А я что-то уже на тот момент себе со своего аккаунта ничего не заказывала, потому что как-то вот просто руки не доходили, да. А у нее в наличии на год. И я попробовала от солнца и удивилась. Если я раньше покупала солнцезащитки, они как-то на лице оставались. Это, короче, этот крем, он придавал лицу какое-то сияние, лицо казалось еще более молодым. И вот этой красноты после солнца не было. То есть, блин, думаю, шикарная вещь. Дальше как бы зубные щетки, зубные пасты, крем, там тушь у меня уже было. Думаю, ну это же как бы понятное дело, это все нужно. Вот я все попробую еще что-то. Вот. Дальше, значит, у меня вот это вот состояние недавно было, да, то, что у меня как бы все тело, я попробовала химохим, и сейчас вы не поверите, друзья, у меня было состояние такое, знаете, вот, да, я же как бы приехала сюда, в Турцию все-таки оздоровиться, жить хорошо, чтобы дети мои хорошо жили. Этот момент, кстати, я упустила, когда дети родились, мы очень долгое время болели, дети очень долгое время ходили по больницам, нам говорили даже врачи: сами переезжайте в Турцию, это вам надо, именно для вашего ребенка, а точнее для Алмаза. У него иммунитет чересчур сильно реагирует на всякие там, ну, в общем, аллергические всякие вещества, в общем. И на всякие там травы, которые растут именно в России, у меня у старшего аллергия. То есть у нас у всех какие-то вот такие моменты были. У меня была узловая эритема, это, ну как сказать, болезнь суставов. Вот. И когда я в больницу пришла, мне то же самое сказали. Говорит: на море езжай. Мы поехали на месяц на море, мы здесь месяц жили в Алании, в отеле. И я заметила, что у меня вот это все прошло, и реально море помогает. Ну, в общем, вот это все накопилось, мы все-таки вот приехали сюда для здоровья, да. Вот, но при этом 2 года жизни в Турции не полностью как бы излечила все. У меня все равно кости вот болели, усталость была сильная. С утра у меня было ощущение, что я как бы обессиленная, хотя вот вроде поспал, да. Но это все, я понимаю, что это все идет с детства. С детства себя нужно смотреть, за собой ухаживать. Ноги болели у меня почему? Потому что я с детства носила всегда тонкие какие-то брючки, там колготки только одни. И буквально, когда только я начала как бы, да, с мужем общаться, жить, он меня приучил, что, оказывается, нужно одеваться тепло. Вот. С детства у меня ноги и голова была, можно сказать, открыта. То есть шапку я не одевала, теплые брюки, колготки я не носила. Вот у меня и побочные эффекты. У меня болят ноги. Вот. Голова вроде как не больная, но голова болела тоже вот по утрам.
Вот какие-то такие ощущения. Мне говорит, попробуй химохим, Татьяна. Тем более в Турции его нету, а она привезла там с-за границы еле-еле этот продукт. В России-то он есть. То есть Россия уже для меня это за границей, так оно и есть, вот эти границы. Все-таки нужно как-то обходить вот эти вот законы и привезти этот товар. То есть они это смогли, она поделилась со мной, дала мне вот эту упаковочку. Я вот принимала, получается, неделю химохим и понимаю, что у меня не болят кости, у меня не болит с утра голова, у меня нет ощущения усталости, я с утра встаю прямо с бодростью. У меня нету каких-то вот, я уже не реагирую настолько, как-то вот, у меня было такое то, что там дети, если кричат, я начинаю вот так вот раздражаться, нет раздражения, каких-то вот таких состояний панических, каких-то вот, допустим, ой, что-то сейчас случится, да, вот этого всего нету. То есть оно и так, когда в Турцию я приехала, все это как бы чувствовалось, что у меня меняется вот нервная какая-то вот состояние, я начинаю как-то по-другому воспринимать все, я более спокойная стала, вот, но когда я вот начала химохим принимать, я это заметила еще больше. Сейчас я заказала спирулину. Спирулина — это тоже очень классная вещь из древнейших водорослей делается, которая очищает ваш организм. Тоже очищение нужно очень сильно. Вот. И сейчас, в общем, Татьяна не только продукцией меня обучает, да, продукции, но и делится с продукцией, но и она меня сейчас развивает в плане учения. То есть в структуре Татьяны очень мощное обучение, очень сильно мощное обучение, я такого обучения не видела. У нас тренинги по финансовой грамотности, тренинги по очень многим вопросам, зумы, встречи, то есть все в структуре Татьяны в основном работают удаленно. Как раз таки я этого и искала, да. Для кого? Для именно тех, кто живет, допустим, за границей, кому нет возможности работать, куда-то ходить, кто в декрете, кто просто хочет путешествовать, да, в будущем работать удаленно. Вот эта работа прям идеальная, друзья. Вот оно делегирование. Вот оно делегирование сил. Тебе не нужно бежать, покупать товар, потом доставлять его, потом относить кому-то. Тебе не нужно ходить кому-то, что-то объяснять. Вот сейчас самое то время, потому что есть соцсети, интернет, сейчас самое то время использовать этот момент и заниматься именно вот, как сказать, франшизой такой, которая полностью уже сформирована. Ее просто нужно тебе, как сказать, правильно подать, показать, и все. То есть заключается работа просто в рекламировании, в консультации, и все. Вот. И здесь такая система классная, что ты, когда человека привозишь, тебе нужно привести только двоих. Все. И тебе нельзя еще кого-то под себя подписывать. Ты уже подписываешь под последнего пришедшего человека. То есть ты тем самым еще и помогаешь девчонкам, которые пришли после тебя. То есть ты подписываешь вот следующего человека, вот двоих ты привел, следующего человека ты подписываешь не под себя, а именно под этих последних. Вот они привели кого-то, допустим, я подписала девочку, допустим, Лилю, да? Лиля привела девочку Катю. Я уже подписываю даже не под себя, не под Лилю, а под Катю подписываю девочку. То есть мы все друг другу помогаем. И это настолько, и вот со всей глубины ты имеешь проценты. И это настолько классно. И при этом то, что нет ежемесячных закупок, да, мне предлагали еще, когда была я в Изикпаше, войти в, не буду говорить, как называется эта компания, войти в такой вот бизнес. Там были закупки ежемесячно по 10 тысяч рублей.
Я думаю, нафига мне это нужно? Я не буду как бы. И когда здесь мне сказали, что никаких закупок нет, ничему это тебя не обязывает. Единственное, если все-таки ты хочешь как бы заниматься, тебе в любом случае нужно попробовать. Зачем ты будешь человека обманывать? Так ведь не поняв продукт, не поняв, чем занимается компания, что ты можешь дать человеку. То есть тебе нужно самому сначала попробовать. Вот, то есть вот как-то так. И когда есть такое мощное обучение, есть такая мощная поддержка, то есть все поэтапно тебе прям вот на блюдечке принесли, что нужно делать. Вот оно и делегирование. Реально можно вытащить рыбку без труда, когда все не на тебя повязано. Вообще как бы плохая история, когда человек все на себя только связывает, вот все на себя повязал, и когда с ним что-то случилось, у всех проблемы начались, потому что все повязано только на этого человека. А когда все автоматизировано, когда у человека есть правая, левая, еще 10-20 рук, которые работают, то это вообще идеально. Это идеальный бизнес, я считаю. Сейчас этим нужно заниматься, нужно хвататься за это, нужно ловить это. Девчонки, кто желает, пишите мне. У меня уже есть структура, я уже двоих привела, у меня уже пишут, у меня уже подписываются, я уже скидываю обучение. Нет такого, что тебе нужно кого-то обучать прям. Оно уже готово, это обучение. Оно уже порядка вещей, вот так вот все сложно идет. То есть каждый день ты присоединяешься к группе, каждый день там какие-то зумы, ты берешь то, что для тебя нужно, интересно. Первое время ты просто изучаешь продукт, вникаешь, при этом маркетинговый план изучаешь, что все у тебя под рукой. И очень такой вот момент есть, все-таки те, кто работает, да, желательно работать на компьютере. За компьютером там потому что удобнее. До этого я все в телефоне заказывала, смотрела, сейчас я перешла за компьютер. За компьютером вообще просто идеально, там все есть. Даже, друзья, если регистрировать кого-то, человек пришедший, он сам уже регистрирует. То есть это все инструкция по регистрации тоже уже имеется, друзья. Но есть при этом люди, которые тоже как бы уже заняты чем-то, у них есть свое, и когда ты предлагаешь таким людям, то есть они сейчас не готовы этим заниматься, они говорят тебе нет, отказ это тоже нормально. Почему нормально? Потому что, возможно, человек еще как бы не в таком состоянии принятия, да? Может быть, у человека действительно есть свой уже заработок, который не хочет. Этот человек может просто попробовать продукты, просто как бы, как сказать, быть потребителем. Вот. То есть в любом случае ты получается, ты человека не достаешь, ты человека не принуждаешь чему-то, ты человеку даешь возможность либо зарабатывать и даешь возможность употреблять качественный продукт за хорошую, вкусную цену. То есть цена действительно очень приятная. Я даже вот сидела, думала вот по поводу щеток, да, этих. Там вот комплект щеток 8 штук. Где-то одна щетка выходит 100 рублей, да? Мы здесь покупаем за 100 рублей щетки, и они разваливаются. Там я покупаю щетку, и эта щетка намного круче, она надольше хватает, да, но не надо же каждые 2 недели менять щетки. Там вот, допустим, щетка хватает на месяц, можно и на 2 растянуть, можно и на полгода растянуть. У меня вообще полгода лежит щетка. Вот, как бы она не развалилась, но я как бы поменяла. Она просто лежит там, может быть, когда-нибудь к чему-то там другому пригодится, да? То есть она не разваливается, она крутая, классная, красивая. Еще, кстати, из этих щеток делают браслеты для детей. Ой, вообще классно, короче, классные моменты есть в компании, такие интересные, вкусные. Вот, то есть ты человеку не навязываешь, ты либо человеку предлагаешь бизнес, зарабатывать деньги, либо ты просто предлагаешь попробовать продукцию, которая действительно помогает. Вот я на себе ощутила. И даже вот шампунь, да, я наконец-то получила здесь шампунь. Я последний раз в Гази Паше заказывала. Наконец-то я получила здесь шампунь. Я наконец-то помыла волосы.
И даже вот если смотреть шампунь, да, я с магазинскими пользовалась, каждый день надо голову мыть, а здесь можно 2-3 дня, каждые 2-3 дня волосы мыть. То есть объемы шампуня тоже как бы уходит меньше, да, вот. То есть понятное дело, что это выгодно. При этом ты используешь косметику, продукцию БАДы корейского качества. На минуточку, в этом же заводе Колмар производит продукцию Шанель. Вот вы представьте просто, да, насколько это круто. Вот, в общем, как-то так я занимаюсь сейчас удаленной работой, при этом я веду YouTube, при этом я люблю кушать и готовить очень. Я веду кулинарный блог, продолжаю развиваться, я веду канал «Сильнейшая мотивация». Правда, у меня был еще один канал про детей, я его тоже вела, но сейчас у меня не остается времени вообще его вести. Вот. Ну, там как бы просто видеоролики с детьми. Даже если на память, это, конечно, классно. Вот. Постаралась максимально рассказать о себе, познакомить вас с собой. Кому интересна продукция, может быть, кому интересно что-то по жизни, по поводу жизни в Турции, пишите. Девчонки, кто приезжает сюда, тоже пишите. Элементарно даже попробовать продукт в Турции. Ну, в Турции непонятно, да, где купить там витамины, где заказать спирулину даже. Вот сейчас многие девочки пьют. Вот, кстати, каталог, то есть здесь все есть. Можно даже каталог заказать на сайте. Придет он вам прям на дом, да, в Турции. Вот, вообще в любом городе есть пункт выдачи, то есть в любом месте его можно заказать. Так интересно еще, в каталоге так интересно все сделано, то есть здесь нет цен, здесь штрих-код. Когда наводишь на штрих-код, одновременно переходишь на сайт в телефоне, да, и там выходит цена. То есть если даже цена изменится, вы уже видите новую цену. Так прикольно они сделали. В общем, Атоми рулит. Вот. Хочу сказать всем, ничего не бойтесь, стирайте свои ограничения, развивайтесь. Здоровья всем желаю. Самое главное, все-таки начинать нужно со своего здоровья. Вот. Оказывается, что это на первом месте. Если вы не развиваете свое здоровье, если вы не развиваете свою компетенцию в первую очередь, да, то ну, это просто мешать будет вам жить полноценно. Вот. Тело имеет свойство ломаться. Вот. И развиваться нужно хотя бы просто для того, чтобы понимать жизнь, потому что она меняется каждый день. Новые тренды, новые новинки, новые какие-то... Все, в общем, меняется, друзья. Вот. Не нужно жить в иллюзии, нужно жить жизнью, нужно быть здесь и сейчас находиться. Вот. Прекращайте смотреть телевизоры, прекращайте брать установки оттуда, живите своей жизнью, друзья. Всем хорошего настроения и мирного неба над головой. Всем пока-пока.